Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван Салон Дюссельдорф. И сегодня мы снова на стенде Adria. У нас снова прицеп. Прицеп интересный, прицеп культовый. Adria Action, планировка и модель 391LH. Почему Action в целом культовый прицеп? Потому что он компактный, легкий, относительно доступный, но при этом у него вот этот есть свой своеобразный, узнаваемый дизайн, обтекаемая форма, эргономичная такая. И многие его именно за это и любят. Если говорить конкретнее по параметрам, то вес прицепа 1300 килограмм, то есть в принципе он достаточно легко проходит с большинством машин в Б-категорию. Длина 5 метров 97 сантиметров, ширина 2,20, высота 2,55. Спальных мест у нас здесь обозначено 3, но я бы сказал, что все-таки это скорее для двоих путешественников. Это вот такой комфортный вариант, чтобы к какой-то симпатичной машине зацепить симпатичный прицеп и вдвоем путешествовать куда-то по миру, быть мобильными, хотя прицеп в целом не особо как бы про мобильность, но вот концепция таких небольших прицепов – это то, чтобы вам было и комфортно, и при этом вы оставались все-таки относительно мобильными, насколько это возможно с прицепом. Идем внутрь. Внутри прицеп на самом деле достаточно минималистичен. Здесь нет чего-то лишнего, каких-то перегородок, я поэтому и говорю, что по большому счету он для двоих. Но для двоих, мне кажется, ну максимум для троих это прямо супер комфортно. Ну то есть двое там, допустим, плюс ребенок. Если он еще спит с вами и вам это окей, то как бы вот нормальный вариант. У нас в передней части вот эта большая П-образная столовая группа, и она же превращается в огромную кровать. То есть мы опускаем стол, собираем здесь подушки и получаем кровать. Сейчас скажу, какого размера. 2 метра у нее длина, а ширина, да тоже 2 метра. 2 на 2. Огромный квадрат. В половину прицепа, даже больше, чем в половину, это вот ваше просто спальное место с комфортными матрасами. Текстиль. Это, по сути, главная такая новинка, которая здесь представлена. Вот везде вижу новые материалы, новые цвета. Выглядят, честно говоря, стильно. Вот у Adria есть в эту сторону развития. Дизайн прямо класс. В этом году все, что вижу, новое. Вот такие еще варианты существуют для этого конкретно прицепа по текстилю, по оформлению. Также, в принципе, есть какие-то минимальные изменения в дизайне. Там вот эта темная панель появилась и туда-сюда какие-то мелкие нюансы. Ну, давайте посмотрим в целом планировку, какие-то мелочи. Вот фонарики есть у нас гибкие здесь, так сказать, в изголовье кровати или для того, чтобы, когда вы сидите за столом, у вас был дополнительный источник света. Далее, с противоположной стороны, как раз вот это вот темный кусок фасада, на который я обратил внимание, про который сказал. Есть две USB-розетки, есть колонки, значит, где-то должен быть. Чуть позже, наверное, найдем медиаплеер, через который мы подключаемся, по Bluetooth к нему подключаемся, и у нас музыка играет во всем жилом пространстве, или же, например, звук с телевизора мы можем раздать на эти колонки, и у вас будет такое, по сути, круговое звучание и кинотеатр внутри автодома. Уже есть кронштейн. Сразу же у нас установлен с завода, причем классный вот этот поворотный огромный кронштейн, хотите в спальню, столовую развернули, хотите вообще вот так вот, сидите на улице, развернули в сторону двери и все еще видите, и благодаря колонкам внутри прицепа слышите то, что смотрите. Снизу есть розетка 220 вольт. И мы плавно двигаемся в сторону кухни. Кухня расположена в задней части. Здесь у нас, в принципе, достаточно рабочей поверхности. Есть дощечка, которая закрывает мойку. Есть плита от Dometic, 3 огня, электроподжиг, плита газовая. Ну, ниже кран, выше шкафчик. Нажимаем push-open, и он у нас вот глубже, чем кажется на первый взгляд, за счет того, что у прицепа снаружи вот такая вот форма. И таким образом в шкафчиках образуется дополнительное место. Ниже у нас еще один шкафчик, 3 полочки. И раз, два, 3 ящика.
слева. Но я не вижу нигде лоток для вилок и ложек, а это потому что тут вот такое необычное решение. Лоток для вилок и ложек, он расположен почему-то напротив, рядом, вот в этом уже таком комоде под телевизором. И тут у нас еще 3 ящика, 2 из них просто, ну, пустые ящики. Раз. А, нет, нижний это даже не ящик, это просто дверка и какое-то место для хранения. Но это на самом деле удобно, потому что сюда можно какие-нибудь ботиночки, тапочки, что-то мы туда закидываем, вот так вот закрыли, и оно здесь на проходе нигде не стоит. Холодильник Тедфорд, большой, 140 литров, объем, работает от газа, от электричества 12, 10, 20 вольт. И рядом гардероб и шкаф. Еще расположены. Ну и, конечно же, самое главное, то, что в прицепах бывает не всегда, а особенно в маленьких, но у нас здесь есть душ, санузел. Санузел здесь компактный, но весьма функциональный и, что немаловажно, стильный, как и весь прицеп. Есть вот такая панель, которая обычно у нас уже ближе там, к матриксам, кораллам, а тут в целом в таком маленьком прицепе у нас вот тоже есть такая аккуратная панель с подсветкой, и собственно говоря, из нее и идет вот душ, вот этот шланг начинается. С правой стороны зеркало, опускаем зеркало, и тут у нас получается раковина. И выше еще две дверки и один шкафчик. Ну а внизу, собственно говоря, биотуалет Тедфорд с электросмывом, с индикатором заполненности кассеты. И все вместе это вокруг единый поддон для того, чтобы пользоваться душем. Мебель у нас закрывается шторками. Шторки нам на выставку не повесили, наверное, потому что много людей ходит, дергает, чтобы их не ломали. Но во всяком случае вот эти фасады лучше и по идее нужно... Это я просто кран не убрал. Лучше и нужно закрывать шторками, чтобы они не испортились, когда вы пользуетесь душем. Но учитывая, что у нас объем воды здесь 50 литров, как это в принципе почти во всех прицепах, и прицеп штука такая рассчитанная на стоянку в кемпинге, поэтому, скорее всего, душем вы будете пользоваться здесь минимально, а будете пользоваться стационарным в кемпинге. В этом, в принципе, и задумка. Но если вдруг вы выехали в лес куда-то, в дикую природу, то какой-никакой, а душ у вас есть. Багажное отделение у нас, открываются двери с двух сторон, но они немножко разные. Вообще, так, немножко необычная история. Здесь у нас есть пространство еще под всю кровать по левому борту, точнее, по правому борту есть пространство под кровать, по левому оно чуть-чуть поменьше, но тоже есть. И плюс еще вот так вот есть сквозное, то есть мы можем что-то длинное положить либо вот так, а в целом остальное надо как-то очень эргономично заполнять это пространство, но у нас есть еще возможность поднять кровать и изнутри спокойно уложить вещи. Вообще перегружать багажное отделение, отсеки в движении не стоит, потому что если ваш прицеп потеряет баланс, то ничего хорошего из этого не выйдет, а так, чтобы вещи распределить равномерно, в дороге вы можете прямо в самом жилом помещении. Поэтому багажный отсек, на самом деле, в прицепе не самое главное. Он весь один большой багажный отсек, а когда вы куда-то приехали, пристегнули палатку, самое ненужное сложили сюда, все это расположили и, собственно говоря, пользуетесь и наслаждаетесь жизнью. Спереди у нас прицепное устройство и сама рама от компании Alco. Самая популярная, в принципе, компания, потому что надежность и при этом качество, проверенное временем. Что у нас при этом в экшене отличается? Большинство прицепов у нас поднимается спереди вот такая крышка и получается такой небольшой багажный отсек. Здесь его нет. Здесь у нас спереди только под вот таким кожухом располагается газовый баллон, причем 1 на 22 литра. Но по большому счету одного баллона достаточно, его хватает надолго, и, по сути, вы пользуетесь только им. Нет, вы, в принципе, пользуетесь им и для холодильника, и для плиты, и как обычно и везде. Но если вы путешествуете вдвоем, там неделю можно спокойно расходовать, если вы, конечно, не в минус 30 где-то там топитесь, этот прицеп. Зависит все, конечно, от использования. Кто-то и за 3 дня сжигает баллон, а кто-то и 2 недели им будет пользоваться. Adreaction 391LH мы сегодня с вами посмотрели. Такой вот необычный прицеп на любителя, а любителей, как выяснилось, находится достаточно много, как в Европе, так и в России. Если вы такой любитель как раз, пишите об этом обязательно в комментариях, чтобы компания «Яхты на колесах» понимала ваш интерес, и тогда, возможно, в очень скором времени такие прицепы окажутся на проспекте Мира 150 в Москве. В целом, давайте обсудим в комментариях по традиции, как вам вот это все, что мы сегодня увидели. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие ролики с выставки в Дюссельдорфе. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!